Вот такая вкуснятинка у нас получилась. Очень нежный, вкуснее любого торта с кремом, честное слово. Сегодня мы будем готовить такой пирог с маком по-русски, а по-турецки будет ревани. Сейчас нам нужно сначала поставить сироп. 2 стакана сахара и 3 стакана воды. Кидаю маленькую совсем корочку апельсина. Если ее нету, это не проблема. Нам нужно хорошенечко промешать ее, поставить на газ и после закипания кипятить 15 минут. А сейчас мы приступим к тесту. Нам нужно 3 яйца, и 1 стакан сахара. Это хорошенечко все взбить до белой пены практически. Кстати, если взбивать яйца вот таким движением в круговую, у нас процесс будет идти намного быстрее. Наши яйца. Сейчас мы наливаем оливковое масло. Ну, мы пользуемся оливковым, потому что у нас свое масло. Если нет, берите растительное. 1 стакан. Аккуратненько вливаем и буквально на одной скорости смешиваем. Перемешиваем. Потом берем стакан молока и такими же медленными движениями мы его взбиваем. Потом насыпаем стакан манки, манка по-турецки ирмик. И потом берем мак. Мак в Турции называется хаш-хаш. И 2 стакана муки. Сначала 1 перемешаем, потом 2. Теперь 2. Теперь бросаем сюда пакетик разрыхлителя кабардматозу и пакетик ванилина, ванильного сахара, шекер ванилия. И опять все хорошо перемешиваем. Теперь нам нужно включить духовку, чтобы она у нас подогрелась, и взять какую-нибудь удобную посуду, чтобы у нас пирог не получился толстым, а был немножечко потоньше, хорошо пропекся. Смазывать ее ничем не нужно, потому что у нас тесто уже с маслом, довольно-таки жирное. И после того, как мы тесто вылили в посуду для выпекания, оставьте его подышать минут на 5, еще лучше на 10, а потом в разогретую духовку на 180 градусов на 30 минут. Наш кексик остыл. Сейчас мы возьмем зубочистку, можете взять другую любую палочку, и вот так вот хорошенечко его подтыкаем. Кекс не обязательно должен полностью остыть, а так, чтобы он был тепленький. В общем, попродырявили его и начинаем хорошенечко его поливать нашим остывшим сиропом. Сначала по краям нужно пройтись, а потом уже посерединке. Если тортик немножко получился с бугоринкой, ничего страшного. Он все равно все впитает и будет красивичный. И убираем в холодильник на 2-3 часа, чтобы у нас хорошо впитался. У нас прошло 2 часа, смотрите, он у нас уже впитался хорошо. И что мы делаем дальше? А дальше мы его просто посыпаем вот так вот сахарной пудрой.
Вы, конечно, можете крем-шанти сверху сделать, можете еще чем-то присыпать. И режем его на те кусочки, которые вам нужны. Девчульки, вытаскивайте его лопаткой. Вот я вытащила вилкой, он у меня развалился, он настолько нежный. Сейчас попробуем его лопаточкой оттуда достать. Получилось. От всех тортов еще вкусно. От всех тортов? На канал и поставьте лайки.